Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Всем привет! На носу что? Правильно, Масленица. Поэтому сегодня мы с вами приготовим вот такие красивые блинчики ажурные, еще и с самой вкусной начинкой. И еще, в общем, смотрите дальше до конца и будем готовить вместе. Для теста мне понадобится 3 яйца, у меня отборное, крупные яйца, 1,5 столовые ложки сахара, чайная ложка ванильного сахара, пол чайной ложки соли, молоко пол-литра, мука 200-250 грамм, кипяток 200 миллилитров и 3 столовые ложки растительного масла. Отправляю в миску яйца. Сюда же отправляю соль, сахар, ванильный сахар. Все это хорошенько перемешиваю. Теперь добавляю сюда пол нормы молока. Молоко у меня чуть-чуть теплее комнатной температуры, теплое. Примерно половину молока я сюда наливаю, перемешиваю. И теперь постепенно ввожу муку. И перемешиваю. Когда образовалась однородная масса без комочков, тогда я отправляю уже оставшуюся часть молока. И все перемешиваю. Если вы добавите сразу все молоко и всю муку, то потом будете мучиться с разбиванием комков в тесте. И теперь добавляю 200 мл кипятка. Завариваем наше тесто. По желанию можете добавить соду, где-то 3 чайные ложки, можете не добавлять, это по вашему желанию. Смотрите по консистенции теста, если слишком жидкое, добавляете немного муки, если слишком густое, добавляете немного воды. Когда все размешала до однородной массы, добавляю сюда 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Все перемешиваю и даю отдохнуть нашему тесту минут 20. Для вишневого соуса я взяла 300 грамм вишни замороженной. Отправляю сюда столовую ложку кукурузного крахмала. И сюда же отправляю 80 грамм сахарного песка. И все это буду варить на плите до загустения. Вот такая желеобразная масса вокруг вишни. Вишня в желе получилась. И все, больше я варить не буду. Выключаю, и пусть она остывает. И теперь буду жарить на хорошо разогретых сковородках. Первый раз я смазала растительным маслом, больше смазывать не буду. А для начинки я взяла 600 грамм творога. У меня творог вот такой, зернистый. Берите, какой у вас есть. Я его буду блендером растирать. Еще мне понадобится одно яйцо, вернее белок одного яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотка ванилина и соус из вишни. Для начала отделяю белок от желтка. Как я сказала, мне нужен только белок. Яйцо у меня крупное, отборное.
Если мелкое у вас, можете взять 2. Желток нам не пригодится. К яйцу, к белку я добавляю щепотку ванилина. Можно ванильным сахаром заменить. И 2 столовые ложки сахара у меня. И все это я буду хорошенечко взбивать. Белки я взбила. И теперь буду измельчать творог. Творог измельчила, протерла. Теперь аккуратненько ввожу сюда вот наши белки, белковую смесь. И перемешиваю. Вот такая воздушная масса у нас получилась. Ну и все, сейчас я уберу все лишнее, и мы с вами продолжим. Теперь я растопила сливочное масло. Смажу форму сразу им. Вот так. И теперь будем наши красивые блинчики заворачивать. Посмотрите, какие они. Смотрите, прям солнышки кружевные. В общем, кладем вот этой стороной. Выкладываем творог. Больше начинки, меньше начинки. Это уже тоже на ваш вкус. Вот так. Стараемся вот так более равномерно сделать. Теперь нашу желированную вишенку. Раз, два. Вот так. Заворачиваем блинчик аккуратненько. Так. И разрезаем пополам. Можно вот так наискосок. И будем укладывать вот сюда, в нашу форму. Ну, сейчас еще один покажу. И таким образом выложу все блинчики. Вот так, творог полосочкой. Нашу вкуснейшую вишню. Соус вишневый. Закручиваем. Сильно плотно не закручивайте, потому что они могут потом лопаться. И вот так. Нож, кстати, можно протирать после каждого раза, чтобы вот так аккуратненько, чтобы это было. И вот так. Так я выложу все блюдо. У меня ушел весь творог и практически вся вишня. Теперь мы смазываем маслом наши блинчики. Все понимают, да, что на каждом этапе, в принципе, блинчики уже готовы к употреблению. Как только мы их пожарили или испекли, как только мы их начинили, их тоже уже можно есть. Но я хочу сегодня их потомить еще немного в духовке. Для этого смазываю их растопленным сливочным маслом. Духовку я включила уже на 180 градусов, чтобы она разогревалась. Так, чтобы попасть на все блинчики. Все. Чтобы были масляные бачки у всех. И на 30 минут отправляю в духовку, накрыв крышкой. Наши блинчики готовы. Как вкусно пахнет. По-моему, уже видно, да, что они какие вкусные. Но сейчас чуть-чуть остынут, я попробую для вас. Посмотрите, творог, он стал воздушный за счет белка. Не знаю, чуть-чуть подостыли. Терпения нет ждать. Посмотрите, как они красиво выглядят. Их можно подавать на праздничный стол. Не просто так. И встречать гостей на Масленицу. Если Масленицу не празднуете, все равно обязательно надо приготовить.
М. Что тут говорить? Это сама нежность. Очень вкусно, очень сочно, очень нежно. Тут все дополняет друг друга. Творог с вишенкой. Ну, кстати, если вы вишенку не любите, вишню, можете положить смородину также сделать, можете клубнику, можете готовый джем уже положить, не заморачиваться с этим. Да, ну, в принципе, там я вам показала, соус варится очень легко и очень быстро. Я вам подала идею, а вы уже решаете сами, в каком виде, и с какой начинкой, и как вы будете есть эти блины. Я сказала, да, что на каждом этапе они уже готовы, в принципе. И кому как нравится, тот так и ест. Я знаю, что блинчики готовить умеют практически все, но я вам сегодня захотела показать вот такой вариант. Может быть, вы не так их готовите. У меня есть уже в коллекции рецептов блинчики на кефире, не сладкие. Посмотрите с начинкой, с другой, с несладкой. Может быть, вам они больше понравятся, может, вы не любите сладкое. Ссылочку я оставлю. Всем большое спасибо за подписку, за лайки, за добрые комментарии. Желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.